Проиграв войну против своего брата Селима, Баязид глубоко впечатляет Сулеймана своими письмами. В послании иранскому шаху Сулейман просит, чтобы Баязид был отправлен к нему в Топкапы. После заключения сделки султана с иранским шахом Селим решает схватить Баязида и казнить. Шехзаде Селим забрал своего брата у шаха и убил вместе с его детьми. Мехримах Султан, любимая дочь султана Сулеймана, не могла простить Селима за это убийство. Это нам очень хорошо показали в сериале «Великолепный век». Но как же было на самом деле в истории и какими были отношения между Мехримах и ее братьями, особенно Селимом? Ведь после смерти всех сыновей Хюррем и самой Хасики, казни Мустафы и смерти Сулеймана фактически в живых осталось только два наследника – будущий султан Селим и его сестра Мехримах. Давайте послушаем, что говорили друг другу Мехримах и Селим через 5 лет после убийства Баязида. Правда ли то, что между этими единокровными людьми была такая ненависть? Ты смог найти в себе смелость встретиться со мной. 5 лет прошло. Ты помнишь? За эти годы я ни одной ночи не заснула, если не просила Всевышнего послать тебе кару. А ты, лишив жизни брата, ты можешь спать спокойно? Даже если ты вознесешься до неба, для меня ты братоубийцей останешься. Учти, впредь я тебе не позволю со мной так разговаривать, так как я престолонаследник нашей великой империи османов. Еще раз перейдешь грань и осмелишься на такое, то получишь пощечину от меня. Она будет смертельной. Как утверждают историки, из всех братьев истинной сестринской любви удостоен был только Баязид. Причин тому было несколько, из которых можно выделить главные. Первое, Баязида сильнее всех любила Хюррем, а Мехримах буквально боготворила свою мать и копировала ее поступки, настрой и отношения. Второе, именно Баязида видела на троне Хюррем после смерти старшего сына Мехмеда, разумеется, чему вторила и Мехримах. Третье, Баязид, как считается, был точной копией своего отца Сулеймана по характеру и его поступкам. Мехримах же просто обожала своего отца и хотела, чтобы после его смерти на троне сидел похожий на него падишах. Казнь Баязида повергла Мехримах в глубокую печаль, и хоть в истории его убил не брат Селим, Мехримах именно его считала в этом виноватым, так как он единственный стал претендентом на трон. Кроме этого, как утверждается, Селим не был политиком, не интересовался делами государства, вел довольно разгульный образ жизни, что привыкшая участвовать во всех имперских делах вместе с Хюррем Мехримах просто не могла через себя пропустить. Джихангира Мехримах не любила с детства. Историки описывают, что искалеченного судьбой брата никто из детей Хюррем и Сулеймана не любил. Они игнорировали, а иногда и издевались над ним в детстве, не воспринимали его всерьез. Главной зачинщицей обид для Джихангира была именно луналикая Мехримах. Возможно, это было связано с тем, что она считала Джихангира уродом, который просто не мог родиться у ее монарших родителей. Допускается, что она этого даже стыдилась. Так какими же были отношения у Мехримах и Селима? Почему ей была отдана власть над гаремом, когда он зашел на трон? И как так случилось, что он допустил ее к ведению внутренней и внешней политики империи, что подтверждается перепиской султанши с иностранными правителями, хранящейся в архивах Топкапы, Варшавы и Венеции? Несмотря на всю свою нелюбовь к непутевому брату, Мехримах была дочерью своих родителей. Еще Хюррем приобщала свою способную дочь к деловому этикету, политическим приемам ведения переговоров, основам власти во дворце. Когда Селим зашел на трон, из претендентов на управление гаремом
оставались только его супруга Нурбану Султан и Михримах. Но поскольку Валиде – это мать правящего султана, а Хюррем умерла, то право управлять гаремом перешло именно Михримах Султан. Кроме этого, доподлинно известно, что после смерти Хюррем Султан Сулейман доверил управление гаремом своей любимой дочери, а после смерти султана она просто продолжила свое дело. Нельзя забывать, что Михримах была самой богатой монаршей особой среди женщин в истории всей Османской династии. Несмотря на довольно сложные отношения между Михримах и Селимом, они вынуждены были терпеть друг друга, так как этот союз был выгоден обоим детям Сулеймана. Селим занят своей личной жизнью, на войне и в администрации управляет великий визирь Соколу, а гаремом правит Михримах. Она же, как утверждают исторические источники, влияла на политику, проводимую Соколом Мехмедом Пашой. В общем, была очень влиятельной фигурой. Вот такой мы увидели Михримах в истории в разрезе отношений с ее братьями Шехзаде Сулеймана и Хюррем. А если вам этой истории мало, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые истории.